Ну что, парни, вроде бы потихонечку начинает устаканиваться. Сейчас уже к определенному виду съемки пришел. Постарался как-то это так сбалансировать, чтобы не вырви глаз было и чтобы более-менее приемлемо. Если вдруг я выбрал что-то не то, и с вашей точки зрения картинку можно улучшить, что-то там подправить, добавить, убавить, вы не молчите, вы говорите, это все нужно, это все полезно. Оказывается, среди нас есть очень много людей, которые этим занимаются на профессиональном или полупрофессиональном уровне и всегда могут дать совет как по видео, так и по звуку. Поэтому это все интересно, все нужно и все в кассу. Все, что я делаю с вашей подсказки, потому что, ну, во-первых, зрение уже не то, а во-вторых, ну, я низкие частоты очень хорошо слышу, а высокие вообще никак, совсем. То есть делать звук, это вот я на вас ориентируюсь. Как только закричали, а вот там реверберации, там стопы. Вот тогда я начинаю шевелиться. Пока этого не происходит, мне все нормально, мне все хорошо. Я многих птиц не слышу. А низкие слышу за 5-10 километров. Никто не слышит, я слышу. Вот такая странная зверушка. Так вот, я вам что зубы-то заговариваю, потому что сегодня на обзоре будет много интересного. Много. Я даже говорю не про это. Так, как? Это вы посмотрите на крупном плане. Я хочу вам сказать, что у нас сегодня будет бритва Rocknall турецкого мастера Мурата. Все это благодаря Дмитричу. У нас будет две вариации. Первая, которая выпускалась в 2018 году, по-моему, ну, с 16 по 18, если я правильно понял всю эту историю. А вторая, уже обновленная, с учетом ошибок, там с исправлениями, блам-блам, тарам-тарам. Короче, уже начиная с 19-го, конца 19-го, начала 20-го, уже чуть получше, уже с доработками, естественно, подороже. Там, если, допустим, первая версия Rocknall Savage, Solar, Sailor. Блин, что меня на икру потянуло, кавьяр? Sailor. Так вот, если в первой версии там кое-что, там что-то были люди недовольны, и стоило это, в принципе, там порядка где-то 450 начиналось, потом чуть-чуть подорожало, 485 стало, то вторую версию, когда выпустили, там уже шел в путь, там уже 600 с копейками. Ну, обо всем этом поговорим более подробно. Сама же история нам говорит о следующем. Кстати, она не одна, их две. Первая, такая, которую вот в принципе-то можно найти, она касается двух людей. Первая — это Мурат Rocknall Radar, собственно, сам Мурат, который сейчас делает эти бритвы, вместе с Хасаном Казе Варбарас Разерс. В 2016 году два человека собрались и решили что-то там поделать. И что-то поделали. Потом получилось так, что Хасан сказал: не-не-не, я не хочу, я не буду, и по каким-то своим личным уважительным причинам покинул себе предприятие, оставил Мурата одного. Он недолго горевал, он просто продолжил производство, что и делает по сей день. Вторая же история говорит о другом, это официальная, та, которую вы можете найти на сайте, что сам Мурат и его семья в далеком 2007 году делали первые бритвы безопасные, людям они очень-очень нравились, и вот наконец, чтобы пойти, так сказать, людям навстречу, превратить все это в бизнес, с 2016 года они начали выпускать эти бритвы. Так что, как ни крути, всему этому предприятию всего 6 лет. Ну и да, основная профессия Мурата — это, конечно же, ювелирное дело. Он, собственно, этого и не скрывает, но и не афиширует. Но вот, возможно, как-то с этой стороны можно посмотреть то, что на бритвах великолепный финиш, хорошая полировка. Ну, я не такой, чтобы очень специалист, но, может быть, не как у Вульфмана, но хорошая. Плюс ко всему там еще позолота есть, гравы мне очень понравились. За что я вам, собственно, рассказываю, пошли уже на крупный план, сами все увидите. А я пока начну подготовку бритвы, а вы догоняете. В этом обзоре я планирую вам показать много красоты. Это вот все то, что хотелось бы засветить, и по порядку, начиная с бритвы, естественно. На обзор Дмитрий прислал две бритвы Rocknall. Одна из них постарше, другая помоложе. Помоложе, та, которую вы видите с правой стороны, это вариация 19-20 года. Вышла не так давно. А вот эта вариация 18-19 года. С нее-то, собственно, все и начиналось. Поэтому и мы с нее начнем. Бритва Rocknall известного теперь уже мастера из Турции Мурата поставлялась вот в таких вот коробочках. Это его первая вариация. Прочная, надежная, картонная. Мне нравится. Достаточно такая Внутри была вот такая вот мешковина, или как это назвать. Мне кажется, что все в тему. Может быть, вот под давлением, и вот это я тоже вот фон подобрал, чтобы совпадало.
Ну, я думаю, в такой коробке, в принципе, ничего этой бритвы бы не случилось. Сама бритва сделана полностью из нержавейки. Так, давайте я вам покрупнее все-таки ее сделаю. Сейчас я немного расскажу о ней, то, что сумел нарыть, но вот здесь вот где-то все равно ее, так как технические, параметрические данные я вывешу, на всякий случай, вдруг кто захочет себе скриншот сделать или еще что-то. Так вот, целиком и полностью бритва сделана из 316 нержавеющей стали. Несмотря на то, что она при разборе разделяется всего лишь там на пару частей, но на самом деле бритва состоит из 10 частей, из 10 отдельных. Это регулируемая бритва из нержавеющей стали. Первая за всю историю человечества, насколько я понял, сделана из нержавейки при помощи высокоточного оборудования, то есть станков ЧПУ. Что еще не сказать? Ну, тяжеленькая. Ну да, тяжеленькая, 130 грамм. Так, знаете, прям сбитая. Но самое большее, что меня в ней поразило, это и общая высота 85 миллиметров. То есть порой люди ручки-то больше себе заказывают, а тут вся бритва длиной всего лишь 85 миллиметров. При толщине крышки получается 9,5 миллиметров. Ну, необычно, необычно. Длина головы 42, ширина головы тоже необычная, 23,8. А длина ручки всего лишь 75,5 сантиметров. При толщине головы 9,5. Диаметр ручки 14 миллиметров. Сама внешность этой бритвы необычная настолько, что люди, когда первый раз ее увидели, некоторые были в восторге, некоторые влюбились сразу, некоторые ее категорически не воспринимали, в том числе из-за ее массивности и вот таких вот, смотрите, здесь вот этих вот вставочек, ну не вставочек, а как, знаете, как вот уплотнитель какой-то, но это не что-то приваренное, это что-то, что выточено из куска металла, поэтому, ну, так, давайте я, наверное, еще крупнее сделаю, потому что гравировка на этой бритве чрезвычайно мала. Но вот при таком раскладе вы, конечно, сразу можете видеть и якорек, морячок. А вот здесь вот так, наверное, вам будет хорошо видно. Stainless Steel. Здесь S что-то 32 турки. Ну и еще гравировки, которые существуют на этой бритве, это, наверное, вот на крышке. Смотрите, рокнул. Меленько, так скромненько. Мне нравится. Реально нравится. Ну и, конечно, финиш у этой бритвы тоже нравится. Он неоднородный. Посмотрите, она везде полированная. Здесь вот такая вот насечка, и она как бы в контрасте очень интересно, красиво играет. Но это насечка сама. А на регулировочном винте, наверное, все-таки будет правильно. Смотрите, какая тоже насечка интересная. Шкала, которая позволит вам регулировать. Вот эта вот надпись Eject, это после того, как вы несколько раз ее прокрутите в правую сторону, она вам уже будет говорить о том, что сейчас крышка откроется. Давайте это сделаем. Так вот, регулируя, у вас на первой версии будут просто цифры. От 1 до Eject. Ну, грубо говоря, от 1 до шестерки. Вот, полный оборот мы с вами сделали. Теперь смотрите, крутим дальше. Опа! За полный оборот одно деление как ушло, сразу же прозвучал щелчок и крышка открылась. Все. После этого уже выпадает винт. Дальше бритву я бы, наверное, не стал разбирать. Вот так это теперь будет смотреться. После этого нам остается только установить лезвие. Но прежде давайте посмотрим, как сделал ее мастер. Красиво. Винт. Ух, монолитненько, сбитенько, красивенько. Ну и сама тушка, основание. Здесь подпружинено. Все неразборное, как на Амбассадоре. А вот, кстати, еще гравировка есть, чтобы она не значила, но она здесь есть. Ну, я не знаю. Не, ну с одной стороны это, конечно же, удобно, хорошо, что у человека нет никаких заморочек, и вот там вот все, вот у него все скрыто. Но с другой стороны, ну при бритье, а вдруг туда что-то попадет? Ну не может не попасть. И что с этим делать? Ну ладно, хай с ним, пускай остается. Ну вот это я и откомментировал фразой, ну я не знаю. Ну возможно это тоже так же работает. Ну красиво, красиво, тут ничего не скажешь. Давайте ее уже наконец зарядим. Дмитрий присылает эту бритву
предупредил, что бритва чрезвычайно агрессивная, что она не для новичков, для опытного юзера, и что нужно аккуратней. Ну, я как раз опытный есть, я порезать-то нифига не люблю, поэтому, ребята, сегодня будет что-то веселое. Вот смотрите, еще одна особенность, которая кому-то все равно, а кому-то не нравится. Вот если вот так вот вы ставите и начнете крутить, вы нифига не закрутите. Для того, чтобы у вас пошел процесс, нужно поддавить. И вот только после этого винт начнет захватывать. Здесь вы устанавливаете, так, где тут точечка, вот она. Здесь мы устанавливаем ить на единичку. Вот так на точку не совместится, поэтому вот на единичку ставим вот так вот. И судя от этого мы можем плясать, смотрите, на 1,5, на 2, на 2,5, на 3, на 3,5, 4, 4,5, 5. И сейчас будет тот самый эжект. Но если вы ничего не подставите, у вас лезвие, вот крышка может улететь, поэтому смотрите. 5,5 и сейчас эжект. Ну-ка, eject me, please. Что такое? Ну-ка давай. Опа, вот она. Тыщ. И все, выстрелила. То есть она достаточно далеко прокрутилась. Интересно. Когда я первый раз это сделал, ребята в видео там, в комментариях под видео написали: Викторович, пружинка улетела там, попандос. Ребята, тут пружинка не может улететь, потому что она внутри. Так, все. С чего начнем-то? Ну давайте, наверное, начнем с двоечки, что ли. Как-то запугали меня, сказали, что там огонь. Вот с двойки начнем. Регулировка бесступенчатая, здесь никаких щелчков не будет, крутится свободненько, поэтому в выборе вы ограничены не будете. Ставьте все, что хотите и как хотите. Давайте посмотрим, что у нас тут с гапом происходит. Ну и вылет вроде бы равномерный, да? Ну вот этой красотой сегодня и побреемся. Пошли дальше. А дальше, как и обещал парням, чрезвычайно недорогое изделие от компании Gillette. Помимо The Smoothing для чувствительной кожи, это крем с алоэ вера. Помимо этого есть еще и гель. Точно в таком же баллоне. Стоит недорого, порядка $6. 0 обозначает, что вот эта штука настолько экологически там свободна от всяких гадостей, которые иногда все-таки включают подобного рода изделия, что здесь нет алкоголя, здесь нет парабенов, здесь нет сульфатов. Да, сульфатов, ребята, тоже нет. Короче, здесь нифига нет. Ну, будем надеяться, что это будет хорошо и здорово. Состав вы сейчас видите где-то здесь на картиночке. Упаковка, достаточно объемная. Тут по миллилитрам получается 177, прилично. Белого цвета. Интересно, а так открутится? Нет, так не крутится. Скорее всего, сдергивать надо. Я этого делать не буду. Пахнет, интересно пахнет. Вот на обзоре и посмотрим. Когда будем работать с помазком. А с каким помазком я покажу. Вот с таким помазком. Это один из помазков, которые у нас уже, наверное, где-то 3 или 4 дня как поступили в продажу. И один из них я хочу показать сегодня. Это помазки Silvertip, это помазки Silvertip с силиконовыми наконечниками, и это помазки Манжурец. И все это сейчас с легкостью можно уже найти на нашем сайте. Это у нас силиконовые наконечники. Когда-то, когда он еще был только новенький, пришел, он больше был похож на лампочку. Сейчас посмотрите, что из него произошло. А что такое силиконовые наконечники SHD? Ну, SHD это повышенная набивка, то есть где-то 10-15% дополнительно туда волос еще и напихали, а силикон, грубо говоря, это тот же самый Silvertip, но благодаря специальной обработке, которую компания не раскрывает секреты ее и говорит, что это опыт многих лет там, ручного труда, бла-бла-бла, но суть всего сводится к тому, что кончики
на этих помазках, в которые, конечно же, идет отборный ворс, расщепляются. Они такие становятся как бы чуть-чуть пушистенькие. И когда вы рукой проводите, это и дает ощущение, как будто вы идете по шелку. Нет, ребята, шелка как такового, конечно же, здесь нет. Если кто-то думает, что будет как на синтетике, на мюллерской, нет, ребята. Но от обычного помазка Silver типа, конечно же, отличается, и вы этого не заметить не сможете. Здесь не шелк, я бы сказал, здесь бархат определенный. На лице это тоже чувствуется. Кому это надо, кому это не надо, это вы решать все будете сами, ребят. Ссылка будет в описании под видео. Это вот те самые помазки, вот, которые сейчас заставку поставлю, я уже показывал, но сейчас вот они наконец уже появились. А там кому сильвертип, кому манжурец, кому этот силиконовые наконечники, там сами уже и посмотрите. Сегодня будет вот такой вот красавец. Остались чаши посмотреть. Какой перед чашами у нас же еще автошейф. Автошейф Рузел. Рузел, ребята, люблю его собаку, что просто пипец. Как-то давным-давно он ко мне попал, и потом он, Васильевич, у меня его как конфисковал на какое-то время и довел его, смотрите, вот до такого состояния, из чего я делаю вывод, что он понравился не только мне. Компания Рузел, тут я не совсем понимаю, потому что вроде как производит в Америке, с другой стороны, здесь полностью какая-то голландская история, потому что вот это само название Рузел, это вот так вроде как пахнет в барбершопе. Барбершоп, который существует уже более 50 лет, который находится в Копенгагене или где он там находится, вот сейчас я даже не смотрю, не увижу, но ссылка будет в описании под видео на эту историю, кто захочет, сами сходите, посмотрите. Так вот, там люди собрались увлеченные, и двое из них, это Лин и Бертус, решили, а что бы нам не заняться вот специально по нашей увлеченной барбершоповской теме, и как кайда они там все мастерячить. Начали с помады. Сделали такую помаду, что ни один мужик не мог устоять. Все, кто приходил в этот барбершоп, а приходила там куча народу, там были как благородные полицейские, так и интеллигентные грабители, бандиты, и там кого только не было, ребята, и все приходили туда побриться и помазаться этой помадой. Но со временем стали автошейв делать. Сейчас на бритвенную тему у компании всего, по-моему, 3 или 4 изделия. Это крем для бритья, это лосьон после бритья, это мусс после бритья и еще один лосьон после бритья. То есть лосьона после бритья всего 2. Так вот, насколько эта легенда верна или нет, я не знаю. Ребята, но эта штука мне лично очень нравится. Состав ее сейчас наверняка где-то уже здесь вот показал. Если нет, вот сейчас посмотрите. Ну и вот эта штука нам будет помогать. Упаковочка не богата. Такая скромненькая, пластиковая, но оригинальная. Раз такую увидев, вы его уже не забудете. Плюс ко всему здесь еще к крышечке прилагается вот такая дырдочка с крышей, вот затычечка. Очень интересная, которая помогает наносить лосьон. Нет открытого полностью. Вот, если кто не пробовал, ребята, рекомендую. Стоит недорого, но удовольствие приносит изрядно. Ну а вот теперь уже чаши. Вот. Ребят, по чашам я даже не знаю, что сказать. Ну, начнем, наверное, с того, что Евгений нашел мастера, увлеченного, который вот на керамике, на глине, он настолько увлечен, что у нас в Сибири среди гончаров он занимает 2-е место. И придя к нему, Васильевич за руку притащил меня, хоть я там упирался, там топал ногами, там не пойду, не вылезу. Так, Иванов, все, встал, пошел, и мы так туда и пришли. Короче, принес я этому человеку помазок, принес пару-тройку чаш и объяснил, вот эта чаша, это помазок, если делать вот так, то много пены. Чаши нужны для того, чтобы было много пены, теплой пены и был кайф. Ограничений никаких нет. Вот эти чаши я тебе принес только для того, чтобы ты увидел, что сейчас есть и что не надо. Делай что-нибудь такое, что тебе по кайфу и что тебе надо. Ну вот первая его проба, вот это вот я вам, собственно, и хочу показать. Здесь из того, что уже есть как бы на рынке, ну, наверное, можно сказать, что это вот такая подобная чаша и вот такая подобная чаша. Всего остального, честно сказать, я не увидел. Это, ну, ручка. Мы такое расположение ручки уже видели, как и форму чаши, но мастер здесь добавил своего. Посмотрите, как он все это элегантно оформил. Текущая вот такая вот эмаль, здесь такие теплые кремовые тона, естественно, улиточка для того, чтобы там что-то там делать, что-то городить. Ну и вот такой слив. Нравится? Нравится. Нравится, но сегодня не ее день. Еще одна, которая, возможно, где-то можно встретить, это вот такого рода чаша, то есть наливаем сюда водичку, намочили,
И здесь там чуть-чуть там с пенкой поработали, или просто здесь, чтобы хранить помазок, а с пенкой поработали на лице. Возможно, что-то такое еще есть. Всего же остального, хлопцы, я просто не видел. Я просто офигеваю. Начнем, наверное, с того, что я вот больше всего офигеваю от нескольких вещей. Это одна из них. Вы посмотрите, как оно смотрится. Это совершенно вырви мозг, нетривиальная и просто бомба какая-то, потому что, ну вот это для бритья, я бы, наверное, подумал в последнюю очередь, а тем не менее, посмотрите, как раз так держать удобно, да хоть как держать удобно. Но тут есть ограничения. Для помазка с короткой ручкой это, конечно же, вам не подойдет. Зато вполне себе, вполне себе. Дальше поехали. Вот посмотрите наш ответ Чемберлену. Помните, вот как шотландцы, англичане делали себе вот такие вот маленькие, там таблеточку сверху клали, а внизу там вода макать. Так вот вам то же самое. Вот вам водичка, так раз вот макнул аккуратненько, вот он поработал, поставил, пошел на лицо. Чем не вариант. Но я бы сказал, что это больше для маленьких помазков, потому что ну, с таким красавцем, да, и теоретически, и фактически залезть можно, но кому нужен такой геморрой, чтобы вот так делать? Представляете, сколько здесь пены будет? Поэтому скорее это для маленьких помазков и для тех, кто любит 20 мм и меньше. Вот такая бы штука, конечно же, подошла. А здесь посмотрите, что за хренотень. Это ж просто пипец какой-то. Это прямо Марианская впадина, это прямо там вот прям какая-то морская глубинная история со всеми вытекающими. Ну вы посмотрите, ну, это чтоб я так жил. И тут пупырышечки, пожалуйста, чтобы что-то сбить. И прям я очарован, я просто покорен. Я вот так вот видит человек, и вот так вот человек может делать. Очень интересно. Молодчина. Продолжение морской темы. Еще одна чаша, которая сделана тоже от души. Здесь из того, что мы с вами видели, наверное, все-таки расположение ручки. Но и оно сделано, посмотрите, как интересно. Плюс ко всему здесь выемка, потому что ну, в такую дыру тут практически уже любой мужчина сможет засунуть. Тут уже вообще без ограничений. А здесь и рыбки плавают, и эмаль течет, и подводные течения всякие. И он там планктон мелкий-мелкий плавает. А тут только русалки не хватает, ее-мое. Вот. А рыбки выпуклые, если что, они не плоские, они вам будут помогать взбивать пену. Да вообще, обалдеть, очень нравится. Ну еще один красавец, конечно, который, так, вот в чем беда, проблема. Я ему маленький помазок оставил. Блин, вот оно что. Но это мы доработаем, он тут ножки-то этим ручкам раздвинет. Вот. Вот так вот, короче, можно делать. Ну и посмотрите. Это же просто элегантно. Культур-мультур, мускулатур. Ну и пупырышки, конечно, в виде каких-то пузырьков из бирюзы, которые собираются на дне морском и готовятся оторваться и пойти далеко-далеко по морской синеве, чтобы уйти в зеленую морскую волну. Да, ребята, ну это же шо... Ой, вообще. Сколько они будут стоить? Точно я вам сейчас скажу, не могу сказать, но это будет где-то вилка от 1400 до 1700, то есть 1,4, 1,7, где-то вот так, не дороже, не дешевле, вот в этих пределах она будет. Ну а сегодня, чтобы так вот побаловаться и вам что-то показать, да давайте я, наверное, вот эту вот свою зазнобу уж очень-очень необычную. И прям, это знаете, как гадкий утенок, который полностью вырывается из всех концепций, из всех укладов, из всех вообще представлений о бритвенных чашах, вообще полностью. Ну посмотрите, как она смотрится. Ну, это просто необычно. Я вам даже всю внутреннюю красоту не могу показать, света не хватает и камеры как-то, знаете, не становится, потому что там есть что показать, но там красиво, ребята, там красиво. А вон там еще, смотрите, отверстие есть, можно заначку от жены прятать. Ну, если влезет, конечно. Хотя таких размеров заначку можно и не прятать. Вот. Ну, пошли уже бриться, наконец. Хорошо. Провел работу над ошибками. Последнее крайне. Кто там не любит слово крайне? Крайнее бритье. Ребята, ну что вы в самом деле? Ну, какая разница, кто вам как говорит? Да, есть великий могучий русский язык, говорить правильно. Правильно говорить это вообще хорошо. Я только за. Ну, люди же разные и говорят по-разному. Ну, вылетела там пара-тройка слов. Ну что, каждый раз меня строить будете?
Ну, стройте, если вам хочется. Я все равно говорю так, как я говорю. Самобытность. Где-то она неверна, где-то она смотрится сквозь пальцы. Ну, вот как есть, так есть. Поэтому на последнем обзоре, вот когда там моторы шумели, то все, 5-10, я думаю, дай-ка я проверю там микрофон, рекордер, вот этот самый, вот он, вот, кто там видит, вот, зум. Скушает, не скушает, скушал, но все записал подлюка. Поэтому я сейчас ребят попросил 40 минут не шуметь. Я думаю, за это время мы успеем. Ну, там сколько успеем, столько успеем. Так вот, чаша. Ребята, я не знаю, что в ней такое. Вот эта вот эллипсоидная форма, она, конечно, сама собой не предрасполагает, так сказать, к взбиванию пены. Но что-то мне в ней такое понравилось. Понимаете, вот что-то такое вот в ней есть, что вот прям... Думаю, да, я с нее начну. Вот как в душе легла, да? Так, пускай пока здесь покиснет крем. Давайте возьмем крем. Полезет, не полезет? Полезет. Значит, контроля вскрытия нет. А может, он и был. Да кто-то его уже снял. Помазок чуть-чуть отожму. И с таким-то помазом на лицо сразу надо идти. Но у нас сегодня есть чаша. Поэтому сейчас давайте вот так вот, наверное, маленечко возьмем. Так, чуть-чуть для души. Так, как для нормальных пацанов. Ну и посмотрим, что у нас тут получится. Глупо надеяться, что сейчас тут что-то начнет сбиваться. Но все равно хочу попробовать. Я больше эту чашу вижу как, скорее всего, вот вам надо на какое-то время оставить помазок. Да, конечно, можно его поставить на попа. Что нет-то? Запросто. Можно. А так, посмотрите, как элегантно. Не знаю. Понятия не имею, чем эта чаша может она пригодиться, но она просто нравится, она к душе. И я сейчас сам пытаюсь как-то, знаете, за уши уже их к бритью притянуть. Вы уже заметили, да? Ну вот удастся ли мне это? Coming soon. Ждите продолжения в следующем видео. Ха-ха-ха, шучу. Так, давайте чуть-чуть вот так вот водички добавим. Да чё, тут уже вот так вот 5 капель. Ну, понятно, с короткой ручкой там делать нечего. Там надо что-то длинное. Такой, как это. Ну, даже несмотря на это, на какие-то особые результаты я бы рассчитывать не стал, потому что, вот смотрите, я вам показываю. Ну, не то пальто. Нет, сбивать в этой чаше, наверное, все-таки нет. Теоретически, если долго мучиться, все получится. И в этой чаше тоже. Но какой смысл, если есть чаши более приспособленные для этого дела? Наверное, все-таки эта чаша вот так вот что-то. Ну, возможно, что-то тут еще поставить, но не железная. Представляете, если станки вот так ставить? Да, расколят они ее. Не, ну если аккуратно не расколят. А вот зубные щетки, да? Фиг его знает. Вот ваше мнение, для чего можно использовать эту чашу? Так, кто сказал выкинуть? Не дождешься, она мне нравится, не надо ее выкидывать. Давайте лучше мыльно-пузырную сторону подумаем. Так, еще один компресс и на лицо. Хорошо. Хлопцы, все идет к тому, что тревожно мне. Неспокойно на душе, неспокойно на сердце. Почему? Когда Дмитрий присылал вот это все, чуть-чуть водички на лицо, он сразу предупредил: Вадим, бери мягкие лезвия на все бритвы, в том числе и на уголек. Ну и что нам этот уголек дал? Вся рожа в кровище, израненный весь, полз до конца обзора, приволакивая ногу, вся рожа в пластыре, но выжил, довел дело до конца. Но это уголек, но это же Рокнул, тот самый Рокнул, который возбудил не одно сознание, вызвал в людях не одно фи-фу-фу-фу. Что за громадина, что за кувалда, уберите это от меня. Какой дурак будет платить за это деньги? Это как бы одна сторона, но есть и другая сторона. О, какая красотень! Блин, какой он сбитый, какой он в руке. Как он сидит, как он бреет. Самая эффективная бритва, которую я когда-либо держал в руках. Рекс Амбассадор. Это первое, с чем сравнили эту бритву. И то он стал проигрывать после того, как люди что-то там с Рокнулом нашли общий язык. Ну, мнения могут быть разные, самые-самые. Одно, несомненно,
Но, видите, вот объем, вот. Вот из-за этого он к нам попал. Вот. Вот чмок этот слышали? Еще чуть-чуть и засос поставил бы. Давайте мы сейчас сами, наверное, с вами сейчас побреемся и посмотрим, на что эта красота способна. Пожалуй, добавлю чуть-чуть водички. Хотя что тут бояться, бритва тяжелая. Она и такую в рот попала. И такую шапку продает, но все равно чуть-чуть поджижим. Так, халявщик, иди сюда. Стоит. Люблю, когда стоит. И это правильно. Так, ну, теперь бритва. Так. Согреем. Ну, с одной стороны, 130 грамм не такие уж большие граммы, а с другой стороны, ну, чувствуется она прям как свинчатка такая. Я думаю, это связано с небольшими размерами самой бритвы. Потому что, ну, 85 миллиметров, ну что, это ни о чем. И вот на этом протяжении 85 миллиметров 130 грамм. И все, и хорошо. Так, что я тут устанавливал здорово на крупном плане? Двойку. Ну, давайте с двойки, наверное, и начнем. Так, поехали. Ну, первая ассоциация пришла. Интересно, интересно. Так, а теперь давайте двойку, наверное, увеличим на тройку. Здесь рапира, видно вам, да? Да. Здесь рапира, поэтому что бояться-то? Русские своих не бросают, а ведь не зарежет. Поехали. Явный прирост. Совершенно никакого давления, бритва сама совсем справляется, даже на тройке. Но тройка очень сильно отличается от двойки. Чем же? Я расскажу потом. А сейчас, наверное, давайте еще раз нанесем. Естественно, с этой тройки я уйду. Давайте я ее поставлю. Дальше бы не пошел. У нас там еще четверка, пятерка, шестерка. Вот что-то, ну, интересно. Интересно, но сейчас бы точно не пошел, потому что растительность уже всю посносил. Потом, когда-нибудь, когда уже там морда лица там 2-3 дня отдохнет, ну, я бы мог попробовать, конечно, даже на шестерке. Кто сказал, Иванов, тебя за язык никто не тянул. Ну, скажите в комментариях, Иванов, давай. Ну и запросто, что, слабо, что ли? Ну, на слабо, конечно, я уже давно не ведусь, но на шестерке что не попробовать? Ну так, ради творческого эксперимента, что? Все он шугает, там, рок, турок проклятый, что понаделал? Ну, давайте попробуем. Ну, короче, как решите, так и будет. Буду ждать, чего вы там в комментах напишите. Второй проход. Так, чуть-чуть водички. Ну, собственно, за что боролся, на то и напоролся, потому что пену-то выдавил изрядно, и весь ее первый юношеский порыв, который она, собственно, готова уже была отдать, я израсходовал на две вещи. Первое, это пустые движения в чаше, это не надо было делать, надо было сразу на лицо идти. Ну и на аппетиты, конечно, помазка. Сами понимаете, такой размер, но он не может чуть-чуть не подхомячивать.
Он же приличный, воспитанный помазок. Все барсуки, все хомячат. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Когда это в пределах разумного, мы этого просто не замечаем. Ну, хомяч, хомяч, что там децл такой. А вот когда уже хаметь начинает, когда уже там сверх меры, ну вот тогда, конечно, беда. Ой, беда. Может быть, пора. И хомячить будет меньше. В этом помазке не только шарик. В этом помазке, ну вот мама Чоли, да? Ну, дородная женщина. Понятно, что она уже давно в годах. Бальзаковский возраст, это можно про нее сказать, что это в юности. И вот тот весь шикарный, великолепный бюст 7 или 8 размера, который она имеет, она уже давно в бюстгальтере не носит. Она его носит в каком-то таком приспособлении, которое собирает всю эту конструкцию воедино, в два навершия, и вот так вот гордо подняв, все, что у нее есть, она и идет. Так вот, если прикоснуться к этой конструкции, она, конечно же, не будет упругой. Ну и дряблой какой-то она не будет тоже. Это, знаете, что это вот как нирвана. Вот мама Чоли, так она тебя заколышет. Вот что-то вот такое есть. Ну только вот упругости разве что чуть-чуть поболее, чем у мама Чоли. Так, ну давайте попробуем второй проход. Повторюсь, я ушел на двойку. Причина проста, жить хочу. Так. Камешек давайте возьмем. Так, а ты что тут шлындаешь? Вот сюда иди. Вот. Что-то как-то это подозрительно безмятежно. Давайте так, на полшишечки заглянем за Рубикон. Так, что у нас тут есть? Тройка у нас была. Ну, на полшишечки в данном случае пускай будет четверка. Ну, как-то так, как-то так. Рапира после первой ходки, но я не думаю, что она затупилась бы, как-то там пришла в определенную негодность. Ладно. Что-то, по-моему, Остапа понесло. Я уже за пятерку, шестерку думаю. А вы что скажете? Давайте так. Кто за пятерку, поднимите правую руку. Кто за шестерку, левую. Вот кого больше будет, то и поставим. Красотень. Просто красотень. Блин. Лямур, тужур и абажур. Эх, 41-я группа, бригада распалась в Телеграме. Ну как распалась? Там кто в лес, кто по дрова, лебедь, рак и щука. В самом начале, когда там еще более-менее нормально было, то есть нормальных людей без нормальных было больше. Там столько мемов про меня понаделали. Ух, гифок. Блин, жалко. Там и абажур был, и все это вот кровище, вот это все, по-моему, оттуда же. Я что-то сохранил. Ладно. Ну и что? Ну и ты где? Ты где? А, вот. Ставим, ребята, шестерку, потому что те, кто поднял за шестерку, было больше. Ну, попробуем. Так.
Ой. Ну, давайте, чтобы никому не было обидно. Шестерку попробовали, давайте попробуем еще и пятерку. Иди ко мне, моя хорошая. Пятерка моя цифра. Все будет нормально, все будет хорошо. Ну, только вот в тех местах, где я вот сам виноват. Вот так вот. Вот это бардак, надо убирать. Ребята, просто шо пипец. Слов нет. Побрился великолепно. Ну а теперь компресс. Компресс и автошейв. За одним поговорим о бритве. Что у нас тут по ощущениям получается? Фух, хорошо. Ой, угладился весь. Ух ты, ё-моё! Честно скажу, ребят, то, что сегодня произошло, я не предполагал всего этого. Я думал, как-то будет по-другому. Я будет более жим-жим, более ого-го, более гвоздец просто. И Армагеддон, все в одном флаконе. А что-то как-то так получилось, что совсем по-другому. Так, налил маленечко Рузела. О! Ух. Много надо было давал, много надо было меньше. И вот так мало осталось, ё-моё, идиот. Ну, с кем не бывает. Ладно. Хорошо. Он алкогольный. Вот в этих вот местах чуть-чуть вот поорать было. Но я там шоркал. А так, в общем и целом-то, ну, шоркал везде. Ну, вот если по чесноку, да, красноту вот это я, конечно, вижу, она у меня часто бывает. Но вот по самочувствию как-то я бы не сказал, что я здесь как-то прям. Итак, мыло, пур, жилет. Ребят, ну, жилет, этим все сказано. Да, это масс-медиа, да, это для широких слоев общества. И запахи они подбирают соответствующие. То, что делает жилет, то, что делает L'Oréal, то, что делает Adidas, там, кто там, что там делает. Вот они все такие, вот знаете, вау, восторженные запахи подбирают, там что-то где-то. Кто-то в кроссовках бежит там вдаль, там присоединяйся к будущему, или там вот только ты важен, а все остальное подождет, тарам-дарам. Ну что такое? Ну тут запах точно такой же. Запах хороший.
Мне вот эти вот все запахи, которые вот лосьоны, там вот эти вот гели, все продается от жилетов и от прочих компаний. Да, они мне нравятся, вполне себе, хорошие, хорошие. Понравился и этот. Вот сейчас конкретно вот за это произведение искусства я бы, наверное, навряд ли что-то плохое бы сказал, потому что, ну, сказать-то по сути нечего. Но в моем понимании это продукт, который, ну, не надо теребонить в чаше. Он не для этого. Это сразу раз и на лицо пошел. Вплоть до того, что может быть даже рукой размазать. Но рукой это будет слишком, знаете, как-то по расточительному. А вот с помазочком-то да, да. И сразу было бы все хорошо, и сразу было бы просто замечательно. Помните по первому разу, как я его там в чаше маленечко порастратил, его ожидания. Потом пошел второй раз на второй проход, не хватило чуть-чуть. Совсем маленько, совсем децл добавил, и все. И опять как молодой. Пенообразование, ну, вполне себе на уровне. 4+. Как-то вот так. Вот такой шапки я не видел, да, и для бритья-то от крема ее зачем ждать? Блин, не знаю, там, по-моему, тормознулась где-то. Продолжим. Чаша. Ребята, как бы она мне не нравилась, как бы не великолепна была работа мастера в этом направлении, но к бритью ее приспособить трудно. Трудно. Ввиду ее, ну, параметрических данных. Внешне она, да, красивая, обаятельна, привлекательна, но все-таки я посоветую ему маленечко переработать, чтобы он так поширше и тут раздвинул внутряночку, потому что, ну, сбивать пену в ней вообще никак, да и высоковато, ее поменьше маленечко сделать. Так, хранить что-то в ней, металлическое не станете, для помазков и прочего, но есть что-то другое, поэтому нет. Как я бы ее прям не выделял среди прочих, но вот это нет, никак, надо переделывать. Но понравилась она мне очень. В следующий раз другую посмотрим, да и все. Рузел, зачет однозначно, классная, обалденная штука, очень нравится, и не мне одному. Каждый практически человек, который его берет, отмечает тот запах лимончика, который там есть. Там, знаете, даже нет лимона как такового. Это не тот лимон, который вот взяли, раздавили, понюхали, взяли там лимонную кислоту или еще что-то там развели. Вот, нет. Там композиция. Лимон и сандал, да, говорят, что они там участвуют, но они разбавлены, сегментированы настолько, друг в друга внедрены, что это уже какой-то свой особенный аромат. И этот аромат мне чрезвычайно нравится и импонирует. Уходовые 5. Несмотря на то, что я тут дофига набузовал, все высохло, никакой шапки, никакой липкости, никакой брони нету. Ну и запах. Обожаю, обожаю. Всем, кому позволяют средства, ситуация в жизни и вообще просто возможности, ребята, если возьмете, не пожалеете. Помазок. Это не тот помазок, который нужно бросить все и бежать покупать. Нет. Это не из серии must have. Он просто какой есть, такой и есть. Это 100 грамм барсучьей роскоши. Этот помазок заменит практически любой барсук, любая синтетика. И вы спокойно сделаете пену, нанесете себе на лицо, и все у вас будет хорошо. И будете дальше жить счастливо, красиво, и все будет просто замечательно. Но если вдруг в вашей жизни наступит такой момент, что вы просто захотите кардинально что-то вот в этом помазочном мире поменять, и что-то такое роскошное, мощное, такое, знаете, обволакивающее, зовущее, влекущее, да еще оформлено вот такими непростыми деревяшками внизу, вот с такой медяхой в попе, но это один из вариантов посмотреть. Сейчас я начал с силиконовых наконечников, потому что, ну, они самые дорогие, как ни крути. Ну да, там технология по кончикам, там, ну, вот по концам отработали, чтобы их там распушить. Вот поэтому он дороже. Ну а следующий, наверное, будет манжурец. Вот манжурец, там и посмотрим. Ну а потом уже, конечно, сильвертип. Все это, как я уже говорил, уже доступно в нашем магазине. Долго я вам голову морочил, наверное, месяца 3. Сейчас это все есть. Можно просто прийти и можно просто посмотреть. Вещь. Мне очень нравится. Классная штука. Я рад, что они у нас есть. Так, про это уже говорили. Бритва. С Рокном давно я познакомился. Первый раз, когда я услышал за Рокнул, это я гуглил в интернете, сам вышел на их сайт, посмотрел, понравилось, достойно, так, прям. Второе это на забугорных сайтах как-то ошивался, там пару-тройку лет назад, ну как тройку, наверное, год-два все-таки. И вот там слышал, вот это. Третье, это когда Тайга наша уехала на форум в Америку, и там люди сравнивали, в том числе и с Рокнулом, Тайгу. Четвертое, это от Сергея Сергеевича и от Дмитрича. С ними говорил на эту тему. То есть информации как таковой было много. Сейчас же я его держу в руках сам.
Так вот, по совокупности всей этой информации я могу сказать, что общество к этой бритве относится двояко. Первое, ну с моей точки зрения, самая большая группа, это люди его любят. Любят, вот мой морячок, там, ну теперь я понимаю за что. Теперь понимаю за что. Вторая его не понимает. Кто-то хает чуть-чуть за качество, там люфты, то все, пятое, десятое, кто-то хает за цену, кто-то хает вот за такие вещи, вот сейчас вот смотрите, все пропало, улетело. Ну да, есть и такие. На самом деле ничего не пропало. Ну да, улетело, но не пропало. Я думаю, что Rocknall это та бритва, которая, если появляется на вторичке, а практически любые бритвы появляются на вторичке, я не знаю бритв, которые бы на вторичке не появлялись, то она уходит быстро, достаточно быстро. Это бритва лакшери класса. Вот так я ее воспринимаю. Не только из-за ее стоимости и внешнего вида. Я думаю, что еще и из-за бритья, потому что побрила она меня великолепно. И на двоечке, и на троечке, и на пятерочке, и на шестерочке. Да, это была рапира. Ну, как бы меня предупредили, что это агрессивная бритва, и глупо было бы ставить сюда фезер, там, КАИ или что-то там такое в этом роде. Вот вам результат, пожалуйста. Свои поганые места пробрил хорошо, замечательно. ДФС, да, маленько ДФСа есть. Ну, не так, чтобы критично. Вот если сейчас ватку взять, так вот ваткой повозюкать, ну, я не думаю, что тут там пары-тройки мест, может быть, где-то чуть-чуть зацепилось бы, да и все. Ну, это первое бритье. Потом, подсвоившись, естественно, этого бы не было. Так вот, я бы эту бритву ругать бы не стал вообще, а вот пожурил бы все-таки, наверное, за пару-тройку моментов. Первый момент. Тот, который отмечают многие люди, что при работе улетает винт, я не разделяю. То есть он и на тайге выходит, и это нормально, в принципе. Если, допустим, есть компании, которые используют то, что винт не выходит, ну вот как Rex Ambassador, но это их право, почему нет-то? Но то, что винт выходит и вставить его обратно, ну небольшая проблема. Те люди, которые говорят, вот у меня винт вылетел, он там как полетел кататься, там и все разбил нафиг, там и туда улетел, там разбил, и тут улетел, там я его потерял в конце концов. Ну, анекдот, помните, как русскому 3 шара дали, да? Приходит у него один. Куда 2 дел? Ну вот. Ребят, обыкновенная бритва, безопасная, которая состоит из 3 частей. Крышка, плита и ручка. У вас ручка также летает, также катается, также раковина все разбивает и теряется? Нет. Так в чем разница? Вот и ручка от обычной бритвы. С моей точки зрения вообще никакой. А вот за что я на самом деле бы попенял, так это вот за то, что, вот смотрите, когда вы разобрали, вот ставили и начинаете закручивать, у вас не работает. Вам нужно поддавить. То есть к этому нужно приноравливаться. Потому что здесь лезвие, вам нужно быть осторожным, чтобы не обрезаться и чтобы все это заработало. Ну, с моей точки зрения, это неправильно. Так не должно быть. Небольшой какой-то грех, но тем не менее он существует. Было бы здорово, если бы это работало сразу. А вот что в моих глазах гораздо более серьезно, это то, что здесь нет метки. Потому что если вы поставите крышку так, у вас все работает, все хорошо. Как только вы ее перевернули, у вас не совпадают риски. Если эта бритва моя, я бреюсь каждый день, да и хай с ним. Для меня это невелик труд, небольшая проблема. Первое, я могу просто переставить, второе, могу забить. И я знаю, что, допустим, я бреюсь на 3-й позиции, мне нужно повернуть всего лишь на 3 деления. Так я и с такой крышкой поверну, какая разница? Что, я 3 деления не отмерю? Отмерю, легко. Мне что, тут на парад идти? Сам для себя раз, 3 раза крутанул и все. Но эстетика пострадает, показывать уже будет совсем не туда. Так вот, если бы здесь был какой-то знак, якорь, вот здесь же якорь в попу ставил, ну в смысле на задницу, так и на переднице тоже надо, что-то бы поставить. Если здесь якорь, ну что тут осталось, русалку? Нет, тут русалка не войдет, места мало. Ну что-то можно было бы придумать, вот как-то так. Бритва мне понравилась, побрила замечательно. И мне она видится, вот первая мысль, как вот знаете, как вот у уголька, блин, какой баланс, редко на какой-то бритве такой баланс встретишь, прям баланс, вот балансе с большой буквы, баланс, вот так бы я сказал. В руку берешь, и он прям ощущения совершенно другие. Так вот здесь сбитность, монолитность, это вот что-то вот такое, что вот ты ее берешь в руки, выпускать уже не хочется.
Наверное, это из-за того, что те самые 130 грамм с половиной, которые здесь есть, они расположены всего лишь на 85 миллиметров. Поэтому это как-то, знаете, такое, знаете, вот, как, ну не кистень, как свечаточка, что-то такое вот есть. Нравится. Очень нравится. Эта бритва понравилась. Что будет с ее продолжением, с ее реинкарнацией следующего года, это мы узнаем на следующий обзор. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И слушайте только себя. Больше никого. Живите своей головой, живите своим умом. Поступайте благодаря сообразно своим представлениям о чем-то там. Даже если ошибок напортачите, но это будут ваши ошибки. Вам пенять будет некому, только на себя. Но зато вы быстрее найдете то самое нужное, что подходит вам. То вам лучше, а не кому-то там. Не какой-то дядя-обзорщик где-то рассказал или кто-то там на форуме написал, а вам, именно вам. И это будет правильно. Ну все, пока-пока, до новых встреч. Ну и подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим.